Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня у нас наконец-то Паула, да, сегодня наконец-то его будем прокачивать. Выбил я еще немного жетонов на Паула, подобивал там рейтинг на других персонажах. Поэтому сегодня, в принципе, можно даже неплохо только прокачать. Посмотрим, докуда будем прокачивать, я пока еще не решил, в принципе. Ну, качнем мы, конечно, да, неплохо. Вот какие-то вот такие вот штуки появились у нас. Это типа новогодняя штука или что это? Такое ощущение, что модельку просто ухудшили, но вопрос зачем, я не понимаю, что это такое. И почему вот, к примеру, везде такое, а здесь нормальное. Да, более-менее такое. Ну, короче, непонятно. Ладно, давайте качать. Не знаю, если у всех такая штука, пишите как бы. Поначалу тут особо ничего такого прям невероятного нету. Просто берем, прокачиваем. Как минимум 3 уровень качнем. Тут, по идее, жетона хватит достаточно прилично. Я думаю, на уровень 5. Я думаю, как раз до него и докачаемся. В принципе, это уже такой, знаете, уровень, который даст понять, что персонаж себе представляет. Хотя я сейчас буду драться против первых уровней, скорее всего, на нуле рейтинга, да, но потом поднимемся постепенно и посмотрим, на что будет способен персонаж. Заодно и посмотрим его всякие механики. Так. О, 2 скорости в воде. Кстати, скорость в воде, мне кажется, у него будет низкая. Я ее как бы вроде не тестил. Поэтому будет достаточно интересно это посмотреть. Итак, второй уровень, точнее уже 3-й уровень апаем. На 3-м уровне нам дается слотик, это хорошо. Открываем фулку, потому что, ну, монет много, как бы. А тут все стоит мало, поэтому открываем. Не помню, на каком слоте, на каком уровне дается следующий слот, вроде на 5-м или на 6-м уже. Давайте откроем слотик. Ячейка для предметов. Это сделает вас сильнее. Дружище, дружище. Правда, предметов у меня почти нету, но надеюсь, что-нибудь выпадет сейчас тут, да? Прекрасное что-нибудь. Кофе. Да, сейчас бы кофе только на Паулу брать. И нагибать. Кстати, давайте глянем, где... Ну, блин, на 6-м уровне. Не уверен, что до 6-го дойдем, но давайте попробуем. В принципе, это будет реально, я думаю, сделать. До 6-го дойти. Так, ну, а ну-ка. 4-й готов. Ну, по идее, сможем, по идее. Сейчас посмотрим это все. Интересно, там дадут нам смайлики? Или смайлики даются только за рейтинг, вроде как, да? Эх, печально, смайлики только за рейтинг даются. Ну, кстати, да, до 6-го дойду спокойно, все. Значит, 6-й берем. 7-й брать не будем пока что. 7-й поставим на потом. Потом будем постепенно апать Паулу и прокачивать уровни, чтобы, ну, как-то это все было последовательно, не скачками. И более-менее плавненько, чтобы не отвыкать от силы персонажа и наоборот его с каким-то слишком сильным не чувствовать, как было со змеей, к примеру, да? Сразу на 12-й вжух и да, было весело. Итак, апаем, 2 КХПшки уже заполучили, это у нас 5-й уровень. Красивый 5-й уровень. И вот этот вот ботинок. Ну, скорее всего, придется брать. Скорость нашему Паулу понадобится, все-таки он как бы скоростной персонаж. Я думаю, ботинок этот, в принципе, стоит достаточно мало. Ого, 1750, ничего себе за ботинок отдать. Хотя 4 скорости это немало, немало. Итак, почти докачали до 6-го уровня, кстати, даже на 7-й. Но на 7-й точно, вот на 8-й уже я не уверен, что хватит. Лутаем атрибуты. Бесполезная система атрибутов, да, классная вещь вообще. Угу. И прокачиваем 6-й уровень. А потом откроем вот это вот все. И пойдем в боец тестировать Паулу. 2500 хп. Да, 2500 хп на 1 выстрел, да? Итак, Паул у нас 6-й уровень. Теперь прокачиваем ему 2-й слот, который стоит вроде бы 9000 монет, если я не ошибаюсь, или это 3-й слот стоит столько. Давайте глянем. Да, это 3-й слот. Около того. Вот, кстати, странно как-то, знаете, 1-й слот там сколько бесплатно, 2-й слот 2000 монет, 3-й 9, и 4-й такой 120, но... И как бы нормально, баланс. Угу, баланс. До сих пор за это осуждаю разработчиков, за то, что такие вот неадекватные вещи делают, но что есть, то есть. Такая система, такую не придумали. Крем огнестойкости, какая ж полезная штука, да, как же я без него мог выиграть-то на Паула? Кто бы его знал. Ну что, Паула готов? Да, 7-й уровень уже в следующий раз как-нибудь. А вон и смайлик, кстати, дадут. Ну да ладно, блин, смайлик какой упорот. Кстати, давайте смайлики посмотрим, а то я не смотрел. Итак, на Паула вот такие вот смайлики. Блин, упоротый реально, смотрите. Прикольный. Блин, у меня чем-то на осла похож. Вот чем-то на осла он смахивает, знаете, вот такая мордочка, да, типа осла, не зебры. У зебры какая-то немножко другая должна быть, как по мне. А тут вроде норм. Ну да ладно. Начнем с атрибутов. По атрибутам. Дробовичок. Ну, конечно, как вы помните, нужна дальность, да. Но перезарядка тоже важна. Поэтому возьмем 3 перезарядки и 2 дальности. Скорость брать не будем, но смысла нет просто. Копье.
копье у нас дальнее, поэтому нужна перезарядка и дальность, опять же. Хотя скорость тоже нужна, но... Более-менее, мы же будем играть в отступление постоянно, да, то есть отступление с провокацией, то есть вот такой вот вариант будет идеален, я думаю, для начала. И бомба. Бомбы есть радиус и дальность, но здесь дальность нет смысла качать, потому что, ну, все равно она докатится до противника. Значит, качаем перезарядку, чтобы чаще спамить, да, вот так вот. И, ну, радиус 4%, ну... Радиус 4%, стоит оно того, как думаете? Для начальной бомбы, у которой... Нет, лучше все-таки добавим еще 4% перезарядку. По шмоткам. Выбор, конечно, да. Выбор, конечно, большой. Ну, есть укол адреналина, есть ботинок. Сыграем с этими двумя артефактами. Я думаю, их не хватит для того, чтобы хоть что-то более-менее такое адекватно показать. Ну, что ж, Пауло готов, собран. Идем тестировать, насколько же он будет жесткий. Пойдем в легкие бои. Пойдем в легкие бои. Глянем его там сегодня. Это позволит, ну, как-то, знаете, прочувствовать его активный навык, прочувствовать его пассивку. Вот это вот все. Блин, смайликов нету, эх. Кстати, как сразу включить галоп? Чтобы вот сразу получить ускорение, просто нажимайте кнопочку. И, наверное, так лучше всего делать. Это позволит вам, ну, достаточно сразу разгоняться. Ищем легендарного бота, который был вот здесь, вот в этой точке, но он куда-то пропал. Вот такие вот маневры совершаем. Бахаем автоатакой, чтобы не париться особо. Не хочу я запариваться. Куда мог убежать легендарный бот? Он был в этой точке. Вот ровно в этой точке он был. Куда он делся? Давайте сбегаем влево. Не знаю, куда он мог пропасть. Мне кажется, он его вправо унесло. Или куда-то еще. Итак, у нас тут первые уровни. Всякие разные бегают. Давайте Левчанского. Ну, такое себе, такое себе. Кстати, видели, как он много мне продамажил? А это просто лев, если что, был. Просто лев, да? Кстати, ботинок надо использовать, у меня же он есть. Ой, как же они мне нравятся, конечно. Вот это ж интересно, это игроки или боты? Ну, боты бы так себя не вели, это игроки по-любому. Боты ведут себя немного похуже. Кто здесь был? Просто, знаете, кто-то лутается в наглую. Яра такая из ниоткуда прибежала. Ну, кстати, посмотрите на этот урон, да? Вот что странно, как-то не слишком много дамажит. Вот я про вот это, кстати, говорил. Я говорил как раз про этот момент, что противники слишком много дамажат, хотя они не могут этого делать, ну, потому что у них первый уровень. Там нет столько дамага. Класс. Просто вот, как бы игра сама за тебя решает, что тебе нужно, да? Офигенно просто. Очень офигенно. Приятно, да? То есть я стоял на месте, мне не был включен галоп. Ну, кстати, вроде бы я продамажил, вот как раз убил активным навыком. Но это не точно. Давайте посмотрим, что у нас способен дробовик. Ну, легендарный дробовик, да, неплохо. Относительно. Кстати, мне кажется, вот эта штука, что дает Паулу возможность перепрыгивать, будет иногда мешать. Потому что, наверное, сандали святого придется делать. Вот, например, я сейчас выпрыгну случайно, да, из моста. И что делать потом? Поэтому без сандалий святого тут не разобраться. Ну, у меня сейчас есть ботинок, в принципе, можно вот так вот побегать. Самое интересное то, что он в меня попал. Ребят, как он мог в меня попасть? Как вы думаете? Вот я тоже не знаю, как он в меня попал, но он в меня попал. Мастер, чё? Ну, вот такой вот боец, ботинок, в принципе, так неплохие преимущества дает. Если под галопом, то это, наверное, хорошее ускорение получается для персонажа. Ну, а так пока что не могу сказать ничего. Все-таки не хватает атрибутов для какой-то, знаете, такой картины полноценной. Плюс первые уровни, которые тебе дамажат, как твой уровень, это очень странно смотрится, но что есть, то есть. Ой, сейчас эти неадекваты прибегут, да? Очередной хамелеон прибежит. А он просто бежит куда-то. Цели нет. Как бы цели нету, но он бежит. Да тот Джейд, лишь бы... На тебе урончик. Ну, понравилось, Джейд? Понравилось. Я даже копье лутать не буду, пойдем сразу так драться. Блин, как же много дамажит легендарный ботик. Ну, просто граната впритык Джейд была, да? Кинутая. Нормально, нормально, баланс. Баланс. Бот убил. Наивная Джейд. На легендарного бота полезла. Ишь какая самоуверенная Джейд попалась.
А что дали копье? Ну ладно, копье, в принципе, тоже неплохо. Хотя хотелось бы, наверное, больше мне все-таки легендарный дробовик, как в прошлом бою. Похилимся, чтобы меньше аптечек противникам доставалось. И пойдемте потестим, как он будет прыгать через... Блин, не получится потестить. Ладно, давайте сначала убьем черепаха. Ну, кстати, смотрите, вот преимущество, да, опять же. Опять же преимущество. Опа, стан его. Ну, блин, стан, да, стана не хватает. Вот был бы стан, можно было бы такое контролить. Стан дает реально очень жесткое преимущество в плане того, что вы можете... Ну, противник за вами гонится. Вы можете его застанить, развернуться и раскинуть его в такой жесткий дамаг. И потом просто снова убежать, и он вас опять не догонит. Это очень жестко. Против брюсов, против баков, которые на вас летают. Это прям жесть какая имба получается. Бахаем с копья по орлу. Ну вот только что, ну вы видели, вот этот момент, вот это оно будет бесить очень жестко. Но, как говорится, деваться некуда, такая игра. Такая вот Паулу. Нужно это моменты контролировать. И тогда будет все красиво, потому что, ну просто, вот так, когда вы бежите через мосты, нужно будет это все контролировать жестко. И тогда будет все красиво. Ну ладно, пробуем сейчас забить орла. Где наш орел? А вот наш орел. Копье батьки. Бахаем, красивенько. Домой, орел. Домой. Автоатакой. Но автоатака не помогла, да? Ну ладно. Ну, кстати, вот преимущество. То есть нужны будут, наверное, сандали святого все-таки. И ботинок. Ну, как бы слишком большие преимущества дают. Ну, вообще просто на изи можно развалить любого противника, включая орла. А что такое? А что такое? Ля-ля, какой уворотливый. Кенгуру попался. Плюс можно постоянно маневрировать, то есть играть свою игру, знаете, такую, что противник никуда не предсказать, ну, не сможет предугадать, что вы, куда вы, типа, пойдете, куда вы прыгнете. То есть вы нападаете, вы или отступаете, вот это не сможет никогда противник предугадать против вас играющий. Видите, то есть я уже был вверху, а он еще целился вниз, и как бы вот это вот все очень жестко будет решать, на мой взгляд, на Паула, когда он будет драться 1 на 1 против каких-нибудь сильных ребят. И это будет жесткий. Самый жесткий, наверное, будет персонаж в соло-бою. Но опять же, это все мы узнаем только тогда, когда Паул у нас станет такого какого-нибудь уровня 12 где-то, плюс-минус, первобытным инстинктом. Тогда уже можно будет 100% на верочку это все затестить. Мы это, конечно, будем делать, я надеюсь. На этом все, ребятки. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Вот такой вот Паула, вот такое вот начало. Посмотрим, что с ним будет дальше. А ну все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.